Всем здравствуйте, с вами Светлана, и сегодня у нас в обзоре наша заказчица из Германии, ее тоже зовут Светлана. Она у нас оформила весь свой дом, включая гостиную комнату, спальню и детскую комнату. Помимо этих шикарных комплектов, имеется еще дополнительно покрывало и элементы декора. И давайте начнем с самой главной комнаты, это гостиная. У Светланы достаточно большое роскошное окно, 4,5 метра в ширины. Здесь мы взяли, получается, новинку тюля. Посмотрите, он достаточно стильный. Этот тюль у нас проходит на французской сетке. Сейчас мы его поближе рассмотрим. И к этому тюлю мы еще подобрали вот такие портьеры. Портьеры, которые идут амбре. Именно этот дизайн у нас закончился, но в конце этого обзора я покажу вам еще дополнительные дизайны, если кому нравится именно вот такой стиль портьер. И давайте рассмотрим тюль. Основа идет французская сетка, цвет идет белый. Полностью этот тюль вышитый крупным ромбом. Внизу проходит вот такая элегантная окантовка, тоже с мелким ромбиком в белом цвете. Эта моделька у нас новая. Имеется у нас еще два дизайна и два цвета в золоте. Поэтому в конце ролика мы обязательно вам покажем и рассмотрим эти модельки. Данные портьеры смотрятся в интерьере очень стильно и модно. Тут присутствуют цвета, такой как шоколадный, светлый оттенок. По центру проходит вот такая бронзовая, ну, можно немножко сказать, как оранжевое золото, яркая сама полоса. И низ у нас уходит тоже со своим декором. Еще хочу обратить внимание на этот декор, так как этот декор мы использовали в элементах декора, это на плед и на наволочки. Тем самым мы соединили полностью композицию данного комплекта. Данный стиль портьер у нас присутствует в различных дизайнах. Я сейчас покажу один из этих дизайнов. Здесь очень интересно и стильно располагается узор. Тоже узор только по низу и дополнительная полоска проходит. Еще, конечно же, каждый дизайн имеет большую палитру цветов. Если я немножечко попытаюсь открыть, то в принципе будет видно любой цвет и можно будет подобрать под интерьер. Вот здесь представлен в готовом виде, как смотрятся данные портьеры. Если вам нравится такой стиль, то мы можем рассмотреть не только в таком именно дизайне, а есть еще и стиль как хай-тек и немножечко такой как с разводами. Сейчас я вам подробнее покажу. У данных портьер имеется свой стиль, и у каждого стиля, конечно, имеется большая цветовая гамма. И эти портьеры смотрятся достаточно стильно, роскошно. И, кстати, два дизайна, которые мы можем увидеть, это с такими небольшими, как сотами по низу, и с такими, как вроде и цветы, и, может быть, похожи на одуванчик. У нас планируется сейчас оформление гостиной и холла. Мы обязательно вам продемонстрируем, как смотрятся данные портьеры. Данный комплект на размер 4,5 метра. Здесь мы взяли 13,5 метров тюля. Ну, конечно, мы его делили, так как нам удобно для выхода на террасу. И здесь у нас используется 6 метров портьер. Этот комплект вышел 21 200 рублей. Хочу вам продемонстрировать новинку нашего тюля. Выполнен он на французской сетке. Вот, получается, это второй цвет. Как вы можете заметить, первый был у нас в белом цвете, то, что мы видели, это у нас золото. Смотрится, конечно, он более ярче за счет контраста, да, так как здесь проходит вышивка полностью, она очень густо набита, эта сама вышивка, именно в золотом цвете. Очень смотрится нежно и красиво. Если мы посмотрим на низ, то внизу у нас проходит элегантная окантовочка со своим мелким ромбиком. Это у нас получается два вида именно ромбиков в белом цвете и в золоте. И есть еще один дизайн, который мы получили. Здесь достаточно такая интересная геометрия, она тоже сейчас очень модная, в тенденции, и она у нас в золотом цвете. Низ точно так же у этой модельки оформлен. И хочу напомнить, что этот тюль полностью забит вот такой вышивкой. И теперь в продолжении мы подготовили к нашему комплекту для зала вот такой плед. Это не покрывало. Как вы знаете, наши дорогие заказчики, дорогие наши зрители, помимо покрывал, которые мы изготавливаем на кровать, мы еще можем изготовить плед, которым вы можете накрываться перед телевизором, пить вкусный чай или кофе. И сейчас я покажу внутреннюю сторону, потому что здесь она по-другому сделана. Сам плед имеет такой золотистый оттенок, выполнили из матового велюра. Как вы можете заметить, здесь мы продекорировали таким же декором, который идеально сочетается и в цветовой гамме, перекликается здесь, ну и придает как бы свой стиль. И еще, естественно, этот декор у нас повторяется на самих шторах, что в принципе гармонирует полностью всю данную композицию.
Давайте я вам покажу именно внутреннюю сторону. Посмотрите, здесь она выполнена из такой плюшевой ткани. Именно эта ткань предназначена как в виде пледа. Внутри нет никакого синтепона, поэтому, в принципе, оно достаточно легкое и воздушное. И еще в дополнение мы подготовили вот такие наволочки, в которые у нас будут вставляться подушки. Одна наволочка у нас имеет прямоугольный размер. Дизайн получается одинаковый с двух сторон. Как вы можете заметить, мы продекорировали с двух сторон опять декор именно элементом. Но это получается у нас вставки из самой ткани, как на портьерах. И еще две наволочки размером 50 на 50, в которые тоже вставляется подушечка. Внутри у нас, конечно же, проходит потайной замочек, которого практически даже не видно. И я думаю, конечно, именно в гостиной комнате на диване такие элементы декора в виде пледа и подушек украсят саму гостиную. И данный сет, который состоит у нас из пледа размером 2 на 2,20, которым можно накрываться перед телевизором, и 3 наволочек, стоит 16 тысяч рублей. Ну и теперь переходим в самую важную комнату, это детская комната. Посмотрите, какая у нас получилась изысканная и нежная. За счет своей цветовой гаммы, которая подходит идеально и по интерьеру, но так как это маленькая девочка, то, конечно, для девочки этот дизайн очень красиво будет смотреться. А еще у этой девочки были пожелания, чтобы ее тюль был весь в цветочках. В принципе, мы выдержали все пожелания. Мы выбрали тюль Versace, это с коллекции Бера. Здесь в центре у нас располагаются 2 крупных цветочка 3D. Есть немножко такое лого, как под Versace. Украшение идет небольшое количество страз и люрексных нитей. Цветовая гамма здесь достаточно нежная, утонченная, цвет айвори и цвет пудры. И портьеры мы выбрали из блэкаута, так как детская комната полностью выполнена именно окна, витражные окна и солнечная сторона. Поэтому мы использовали нежный цвет пудры, портьер именно блэкаута, ну и, конечно же, его, как сказать, разбавили и добавили вот такую бахрому, которая придала больше нежности и изюминки. Ну и, конечно, подобрали вот такие подхваты. Это готовые подхваты, которые идеально подходят под всю цветовую гамму. Хочу обратить ваше внимание на изготовление данного тюля. Здесь мы использовали бантовую складку. Это очень удобно, очень практично. Не нужно нам стягивать ленту, просто мы одеваем на карниз и все. И складочка каждая смотрится элегантно и красиво. Посмотрим на общий дизайн этого тюля. В самом верху у нас проходит небольшой элемент цветочка. Если мы посмотрим центр, то в центре у нас хорошо заполнена вышивка. 80 сантиметров проходит именно заполняемость всей этой вышивки. Если мы хотим забитый загруженный тюль, то эта моделька идеальная. И если мы посмотрим вниз, то низ у нас метр идет от самого низа фестона и до верха вышивки. Такая модель очень хорошо может скрыть любые недостатки, такие как батареи, которые не любят все хозяйки. Такая моделька идеально подойдет. Данное окно у нас располагается в комнате буквой Г. Здесь идет у нас продолжение, где-то 75 сантиметров, и здесь проходит 3,40. И получается, на весь этот карниз у нас проходит 3 портьера, просто мы здесь ее не демонстрировали. Общий карниз на ширину 4,15, включая тюль, именно по этому коэффициенту 1 к 2, 3 портьеры, украшенные бахромой, и плюс подхваты 47 300. И следующее покрывало у нас для девочки в детскую комнату. Вы можете заметить по цветовой гамме идеальное сочетание розовых оттенков. То есть мы здесь выдерживали более такие пастельные, нежные тона. Само покрывало у нас на маленькую кроватку. Мы немного скомбинировали 2 цвета. Получается, основной у нас идет такой нежно-нежно-розовый. Далее проходит полоса из молочного велюра. И между ними мы вставляем декор тесьму. Само покрывало у нас выполнено с тоненьким пледом. И обратная сторона этого покрывала у нас ХБ-ткань. Это тоже предпочтение самой хозяйки, так как этим покрывальцем можно и накрываться, то есть использовать его в виде пледа. Сейчас я вам покажу обратную сторону. Ну и, конечно же, украшает это покрывало вот такая султанка. С этой стороны у нас она в таком молочном цвете с камнем, а с этой стороны она у нас вот в таком розовом. То есть по настроению можно будет менять ее на разную сторону. Обратите внимание, здесь мы простегали таким средним ромбиком. В принципе, придает такую как бы нежность и изюминку. И давайте рассмотрим обратную сторону. Здесь мы использовали подклад из ХБ ткани, то есть он тоже в таком нежно-розовом оттенке. Как я и говорила ранее, что этим, получается, покрывалом можно и накрываться, использовать его в виде тоненького одеяльца или пледа. Размер данного покрывала идет 2,10 на 1,50 м. И этот комплект, включая эту подушку, стоит 12 тысяч рублей. И давайте теперь перейдем в родительскую комнату. Это у нас спальня, выполнена полностью в лиловых оттенках. Здесь мы использовали крупное панно в сиреневом цвете, как вы можете заметить. И здесь получается цветовая гамма, это сиреневый и цвет айвори.
И обратите внимание на портьеры. Здесь мы выдержали тоже лиловые оттенки, подобрали глянцевый велюр в таком приятном сиреневом цвете и еще соединили дизайнерскую коллекцию жаккарда, где у нас как раз-таки вся эта вышивка идеально подчеркивает сиреневые цвета. Плюс на этом жаккарде у нас еще проходит вышивка в белом цвете. И если мы посмотрим, при попадании света, то можно будет увидеть серебристую люрексную нить. Здесь проходят утонченные узоры в виде вензеля, но в каждом узоре вензеля у нас проходит в виде такого букета, который вставлен именно в этот узор. Получается, что это классический стиль, но за счет того, что здесь присутствуют небольшие элементы в виде букетиков, он смотрится достаточно нежно и утонченно. Я думаю, что такой жаккард может не только украшать вашу спальную комнату, но и даже гостиную. И плюс, конечно же, ко всему этому мы подобрали вот такие подхваты ручной работы. Сейчас мы с вами их рассмотрим внимательно. Это изготавливают наши мастера. Здесь мы использовали точно такие же цвета, то есть это серый, фиолетовый цвет и белый. И внутри каждого цветочка у нас вставляется своя тычинка по цвету. И они, такое ощущение, что смотрятся как живые. Внизу у нас располагаются вот такие нежные колокольчики на своей такой серебряной тесемочке. Смотрится очень нежно. И давайте рассмотрим с вами тюль. Тюль – это панно, оно достаточно крупное. Цветовая гамма внутри проходит это лиловый цвет и плюс цвет айвори. Здесь не присутствует ни люрексных нитей, ни камней, то есть оно достаточно такое выдержанное и строгое. Но самое главное, что эта цветовая гамма идеально сочетается с нашими портьерами. И еще это панно мы выполнили на бантовой складке, которая именно подчеркивает данный узор. Если мы посмотрим, то каждый узор в принципе отделяется своей складочкой. Но бантовая складка служит не только для легкости и простоты, еще у нас есть выход на террасу, либо открывание окна, и за счет бантовой складки его абсолютно не видно. Данный комплект шириной 3 метра, включая в себя элегантное панно в сиреневом цвете, два вида портьер, это глянцевый велюр и дизайнерская коллекция жаккарда, подхваты ручной работы, включая крючки, 42 500 рублей. И следующее яркое покрывало, посмотрите, как оно получилось стильное, красивое. Здесь мы сочетали глянцевый нежно-фиолетовый велюр и плюс еще продекорировали по периметру с 3 сторон именно точно таким же жаккардом, как у нас проходит в шторах. Помимо самого велюра, если вы можете заметить, здесь у нас еще проходит декорный шнур, который тоже у нас в таком фиолетовом цвете. И все получилось очень стильно, очень красиво, ну и, конечно, необычно. Это покрывало у нас полностью выполнено пледом. Стежка здесь проходит только на самом велюре. Если я вот сейчас уберу наволочки, в принципе, будет видно. И стежка, в принципе, такого среднего размера. Внутри вставляется точно так же тоненький синтепон. Если мы посмотрим на декор части, именно которые у нас из жаккарда проходят, здесь у нас стежки нету. То есть мы оставляем его в таком виде, в прямом, чтобы подчеркнуть весь узор. Хочу обратить ваше внимание именно на угол. Здесь мы выполнили его под 45 градусов. Посмотрите, получился такой достаточно острый, утонченный уголок. Также далее внутри у нас проходит этот же декор тесьма. И если мы посмотрим на обратную сторону, то здесь у нас она не менее шикарная, так как здесь мы именно подобрали такой фиолетовый оттенок, что смотрится, в принципе, достаточно стильно. И давайте рассмотрим наши наволочки. Одну сторону мы выполнили из дизайнерской коллекции жаккарда в сиреневом цвете. Кстати, здесь цветовая гамма, немножко пройдемся по ней. Помимо сиреневого проходит белый оттенок, и если приглядеться, то в нем проходит еще серебристая люрексная нить. Любителям лиловых оттенков я рекомендую этот жаккард, он очень красиво смотрится и в шторах, и в элементах декора, которые могут украсить вашу мебель. Обратная сторона, если мы рассмотрим, здесь у нас глянцевый велюр. И точно так же по всему квадрату мы вставляем вот такую декорную тесьму, декорный шнур, который тон в тон очень хорошо гармонирует со всей этой композицией. И стоимость данного покрывала, размер этого покрывала 2,60 на 2,60, достаточно большое покрывало на двухспальную кровать, 20 тысяч рублей. И наволочка, которая у нас выполнена из двух видов тканей с декор тесьмой, одна штука 1950 рублей. И весь проект оформления дома Светланы, который у нас проживает в Германии, мы оформили 3 комнаты, получился на 164 тысячи рублей. Дорогие наши зрители, дорогие наши подписчики, если вам понравились данные комплекты и вы видите их на своих окнах, вы можете заказать у нас в нашем салоне Мирштор. Для заказа вы можете обратиться по ниже указанным номерам, и наши специалисты помогут выбрать красоту на ваши окна. Делитесь нашим видео, ставьте лайки и до новых встреч!